Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы обозреваем отзывы на игру Dota 2. Но перед этим спонсор. Спонсор нашего сегодняшнего ролика — это магазин M-Video, в котором за 5000 рублей, за которые ты купил качественный товар, тебе не вернут деньги и даже его не отремонтируют. Ну, мы, конечно же, это одобряем и никого оскорбить не хотим. Вот специально для вас сейчас дисклеймер. И сегодня со мной эксклюзивный гость нашего канала Максим. Всем ауф, волки. И сегодня мы будем обозревать отзывы на игру Dota 2. Сразу предупреждаю, что я их не одобряю, но и не осуждаю. Мы это все осуждаем, не одобряем и никому не советуем это читать. Да. Все в исключительно развлекательных целях. Поэтому... Да. Поэтому давайте смотреть. Ну, конечно же, вот первые отзывы мы осуждаем. Блин, факты. Угу. И давайте прочитаем вот этот прекрасный отзыв. Valve, спасибо за игру, где присутствуют одновременно дауны, инвалиды, некрофилы, геи, альцгеймеры, шизоиды, аутисты, школьники, подпивасы, зоофилы, руинеры и привязочники. Ну, подпивасы, руинеры, привязочники, конечно же, мы всех таких осуждаем. Так, сердечки. Значит, данный пользователь любит эту игру. Сердечки раз. Конечно. Так. Написано рекомендую. Ну, конечно, он это рекомендует. Он и рекомендует эту игру. Мы конечно, никого не заставляем в нее играть. И тем более ее не рекламируем. 1484 часа у данного пользователя. И смурфах. И все это может быть в одном человеке. Спасибо за лучшую систему 50. Когда потом и кровью выигрываешь 10 игр подряд, а потом тебе кидает в команду пятерку антимага и лесного клинкза 5. Через отсутствие вардов, также спасибо всем моим мидерам, которые после тяжелой смены на заводе идут в бреду играть в доту. Запускаешь игру, выигрываешь линию, а потом смотришь на остальных трех, сердечки, опять уточняешь, что он любит эту игру, по типу 090 и т.п. Спасибо за все мои потраченные часы. Я мог устроиться на работу, изучить несколько языков и, в общем, изменить свою жизнь. Но вместо этого я запускаю рейтинг с очередными умалишенными. Благодарю тебя, Dota 2, я зависим. Рекомендую. Конечно же, данный пользователь молодец написал этот отзыв. Мы все будем его читать. Объективно он оценил игру. Ну... Минусы указал. Да, он указал плюсы, минусы и все остальные участки этой прекрасной игры. Но мы ничего не поняли. Давайте дальше. Так, если на этом обзоре было 10 лайков, я удалю доту. Я ее удалил. Спасибо за ценную информацию, мы это учтем. Игра не затянула. Ну и слава богу, что она вас не затянула. По крайней мере, ты остался хорошим человеком. Хотя бы человеком. Останемся на этом. Да. Снова видим прекрасный отзыв на 10 томов Войны и Мира. Поэтому давайте читать. Давайте читать Войну и Мир. Я не знаю, насколько будет этот ролик, но, видимо, часа на 2, поэтому... Так, мужики, я прекрасно понимаю, что вы не отзывы читать сюда пришли. Мы пришли сюда читать отзывы как раз. Но коль такая возможность, как выйти из депрессии самостоятельно? Так. Никак. Мы, конечно, не доктора, и поэтому мы вам ничего подсказать, конечно, не можем. Выходу из депрессии способствует ряд шагов, которые нужно сделать, учитывая вышеизложенные. Их эффективность доказана людьми, страдающими разными видами данного расстройства на собственном опыте. Ага. То есть это данный человек, врач, который рекомендует нам способы по выходу из депрессии. Мы такое, конечно же, одобряем.
С врачами мы спорить не собираемся. Да, врачи. В этой игре есть врачи даже. В этой игре есть врачи. Поэтому это Я не удивлюсь. прекрасная игра. Ветеринар. Ну, мне кажется, он и есть. В общем, мы такое, конечно же, одобряем. Ставим лайк этому отзыву. И давайте смотреть отзывы дальше. Так. Вот, прекрасный отзыв. Так. Эта игра восхитительна. Господа очень вежливые. Вежливо расскажут и покажут, как пойти на детородный орган. Как меня лошади сношали, что мой отчим делал со мной в детстве. Я очень рад, что в этой великолепной игре, ни разу не токсичной игре, есть высококвалифицированные специалисты, которые продиагностируют тебя и выявят ваши недуги и болячки, даже если вы не просили. Видимо, очень беспокоятся. И боже мой, я даже не знал, что моя матушка знаменитость. Чуть ли не из уст каждого я слышу, какая она прекрасная. Вот видите, какие хорошие люди есть в данной игре. Он все по факту рассказал. Комьюнити в этой игре очень хорошее, не токсичное даже ни разу. Не то, что в этих ваших КСах. Так, я попрошу опять никого не оскорблять. Поэтому, да, Я сейчас никого не оскорблю. Комьюнити. ладно. Всё. Давайте читать дальше. Так. Также я завел себе новых друзей, которые очень настойчиво хотели приехать ко мне в город и показать мне, насколько прекрасен лес. И хотели научить меня пользоваться лопатой. Видимо, они грибники. Боже. Это мой дед. Боже, это прекрасный отзыв. Так, люди, видимо, очень добрые и понимающие. И, как говорится, людям ошибаться свойственно. Но вы, видимо, не человек. А даже лучше. Если вы совершили ошибку, то вас ждут бурные эмоции овации от союзников. И желание встретиться с вами и вашей матушкой. Да, она у меня на расхват. Видимо, что пожать вам руку. Я также потерял счет, сколько у меня на самом деле матерей. То я сын унитаза, подъезда, кролика, собаки, куртизанки, поберихи, выхухоля, клоуна и даже табуретки. Я даже не знал, что у меня столько матерей, но благодаря обществу этой игры я смог их найти. Спасибо вам. Знаешь, что я могу сказать? В видимости, все его тиммейты это милк хантеры. Они просто не могут найти себе нормальную милку. И находят именно вот у него, понимаешь? Да, спасибо, Максим. Это прекрасный обзор. Мы ему тоже ставим лайк. Потому что очень полезный. Он очень полезный. Так, давайте читать дальше. Так. Этот стих, по всей видимости. Я помню, как все начиналось, как первая игра искалась, как все казалось интересным, завачивым и неизвестным, как в первый раз мы загружались, как впятером на мид сбежались, как мы носили в море хилок, не знали вражеских обилок, как шли мы под чужие вышки, как скиллы тыкали мы мышкой, как умирали в первых драках, били крипов автоатакой, как собирали дизолятор в каждой игре на всех подряд мы, как сделали годлайк впервые, ни в чем тиммейтов не винили, как крики имбой мы считали, как сами мы под хук вставали, и в поисках секретной лавки носились мы по всей той карте. Про роли ничего не знали, что нравилось, то покупали, как в ММР мы заскочили, 1000 рейтинга набили, но стали лучше разбираться, куда идти, как закупаться, как ганкать, как крипов хитить, боже, ладно. Стали тиммейтов ненавидеть, и за любые недочеты с их... Так, вот эту строчку я осуждаю. Я осуждаю вообще все здесь, поэтому я даже ее читать не буду. Так, мы из-за каждой смерти злимся, лишь рейтинг мы поднять стремимся, и на игру мы тратим нервы, ведь круто бы по цифрам первым
Мы удовольствия лишились, но мало мы чего добились. Мы в каждой катке полыхаем, со зла все больше игр сливаем. Хотим победу за победой, хотим винрейт мы стопроцентный. Но все не можем мы понять, нельзя все время побеждать. Это прекрасный стих, прекраснейший стих. Ставлю этому стиху 10 точмов из 10. Я поставлю 12 из 10. Прекрасный. Из 10. Да, это прекрасная игра. Следующий отзыв с очень интригующим названием. Что же это за Dota 2 такая? Давайте прочитаем. Отзыв коротенький. Игра замечательная и очень добрая к новичкам, пока те находятся в меню. Комьюнити не столько положительная, но и обладает навыками телепатии. Они рассказали мне, что на самом деле мой отец — это не мой отец, а мама работает не там, где я думал. Также одним из плюсов является то, что в Dota 2 играет много врачей, и они без проблем могут поставить диагноз твоих умственных и физических способностей. Ну, конечно, этот отзыв правда. Игра очень добрая к новичкам. Давай. Слушай, Арсей, а теперь давай гадать, кто у кого своровал отзыв. Давайте подумаем. Ну, никто, конечно, ни у кого не воровал, потому что воровство мы осуждаем. Поэтому... Ну, кстати, 2 одинаковых отзыва, конечно же, прекрасно. Это мы обожаем. Это мы не обожаем, но не одобряем, да. Так. Давайте искать еще какие-нибудь прекрасные отзывы. Так. Так, ну тут советы. Всем рекомендую новичкам почитать вот этот совет от человека, у которого 17 тысяч часов в игре. О, это он сколько лет играет, ё-моё. Я не знаю, но это весело. Так. А я вернусь. Вот. Очень гениальный отзыв. Давайте почитаем его. Дорогой читатель, если ты зашел почитать качественный обзор на данную игру, добро пожаловать. Давайте это будет последний отзыв, который мы почитаем. Серьезно, я столько в жизни не читал. Так, у тебя проблемы дома, проблемы на работе, проблемы на учебе. Тебе определенно в эту игру. Тут тебе расскажут, кто и как, и в каких позах. Сердечки, он любит эту игру, я понял. Так, всю твою любимую семью. Твой словарный запас ругательств лишится до размеров библиотеки Ватикана. Первые 3000 часов пролетят для тебя как один миг, но будь осторожен, дружок. Ты можешь попасть в скрытый пул, и тогда твои последние нервные клетки будут напрочь уничтожены от постоянных поражений. Каждый игрок в твоей команде будет ненавидеть тебя на протяжении всей игры 15-30 минут. Да-да, ты не ослышался. 15-30 минут, потому что твой кэрри на 4-й минуте успеет умереть. Такое количество раз, что название для такого числа еще не было придумано человечеством. Поверь, друг, все, что ты видишь в роликах на сервисе YouTube, это всего лишь приятная иллюзия для твоих глаз. Но зайдя в очередной вечер, ты лишишься сил, мотивации идти дальше. Небольшая история из жизни. Подошли к истории из жизни, наконец-то. Когда я учился в школе, у меня был хороший друг. Ну, конечно, мне кажется, его, конечно, не стало потом. Мы вместе проводили приятные вечера в игре под названием Dota 2. К сожалению, после окончания школы наши дороги разошлись. Но я встретил его недавно, стоя возле супермаркета. Признаюсь честно, я ни разу его не узнал. Он был полностью седой и нервно доставал сигаретку из пачки. Так, курение вредит вашему здоровью. Он окликнул меня. Да. Он окликнул меня, я повернулся и спросил: «Илья, ты ли это?» Он ответил, что да. Я решил поинтересоваться, почему такой молодой парень седой и нервный. Он в ответ на мой вопрос сказал: «Знаешь, друг, после того, как школа закончилась, я продолжил играть в эту игру, но совсем
Не совсем играть, скорее постоянно проигрывать. Я не поверил услышанному и сказал: не может быть, ты же был таким хорошим хайскилл игроком. Илья ответил: мой аккаунт проклят. Я захотел убедиться в этом лично, и мы последовали к Илье в квартиру. Мы зашли, он запустил свой компьютер с игрой Dota 2, я говорю: ну давай посмотрю, как в старые добрые, подскажу, что делать. Илья начал играть. Первым голосовой чат включился игроком с ником... Так, и включил радио через SoundPad. Он покинул медового Tриант Protection. Дальше игрок с ником Симпай, боже, пикнул на позицию Кэрри Зеус. Оставшиеся два игрока с ником Так. И Билли Бонс пикнули лесного антимага с хардкорным Лич. Даже мой друг попытался спасти ситуацию в Тинкере. Игра первые 3 минуты шла как обычно. И вдруг захотелось отойти попить. Я вышел на кухню, налил стакан воды. У меня звонил телефон. Мне позвонила моя девушка. Мы провели диалог, длившийся около 10 минут. Вернувшись в комнату, я увидел открытое окно и больше никого. Я испугался и побежал по всей квартире в поисках Ильи. Я нашел его трясущимся под холодным душем с сигареткой в зубах, и он сказал мне: посмотри статистику. Я не на шутку испугался и пошел к компьютеру проверить статистику. Картина, которую я увидел, повергла меня в ужас. На протяжении всех моих скроллов вниз списку я не встретил ни одной зеленой надписи победы. Я выбежал из квартиры с криками в ужасе от увиденного. Больше я не видел Илью. Вывод из всего вышесказанного, уважаемые пользователи: избегайте нажатия кнопки «Играть» во вкладке Dota 2 в Steam. Это приведет вас к моральным травмам, психологическому насилию, трате времени. Игра заслуженно получает оценку 6 из 10. Спасибо за внимание, берегите своих близких. Это самая лучшая история, которую я когда-либо слышал. Это самый откровенный отзыв, который я когда-либо видел. Кстати, я загуглил, сколько тот чел играл, у которого 17 часов. Угу. Если считать, то он играет 2 года без перерыва. 2 года без перерыва. Ну, это прекрасно. Ну, видимо, для того человека, да. Да. Хотя человека быть сложно. А вот у этого человека 8134,5 часов. Я заметил уже. Не, но это прекрасный отзыв. Это я вот это сейчас читал. Я больше в жизни никогда не читал. Но это прекрасно. Не жаль потраченного времени и всех тех дублей, которые мы сделали. Это гениально. Нет, мне понравилось. Лично я бы сделал вторую часть, поэтому давайте, ребятки, если здесь наберется в районе 30 лайков, то тогда я сделаю вторую часть. И опять будем читать мы с Максимом. Да. Страдать. Да, мы будем страдать. Мы, конечно же, это любим. Мы любим, да, страдать. Мы мазохисты. Так. Ну, в общем, да, это было понятно с самого начала. Поэтому мы, конечно же, осуждаем все, что мы прочитали в данном видео. И все, что сказали. Я не уверен, что это сказали вообще мы, поэтому ставим этому отзыву заслуженный лайк. А вы поставьте лайк под это видео, подпишитесь на канал. И всем удачи, всем